Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале уже в 2020 году. Хочу рассказать опять о одном моем любимом самолете. В 1979 году компания Piper купила компанию Aerostar. Причем они, несколько компаний в Америке, в том числе и Cessna, и Piper боролись именно за этот самолет, потому что купить эту компанию важно было получить технологии и получить в свою линейку достаточно легким путем самый быстрый поршневой самолет. Это было престижно, ну и вообще это классный, крутой самолет. И самое главное, что Тед Смит, который производил эти самолеты, он применил очень много таких технологий и решений, которые действительно очень продвинули компанию Piper. С 1979 года уже эти самолеты производились во Флориде уже под названием не просто Aerostar, а Piper Aerostar. С применением вот этих многих решений Piper создал замечательный самолет, который действительно является, скажем так, эталонным в своем классе. Он выпускается с конца 83 года, когда прекратился выпускаться Aerostar, по сей день. И это эталонный и фактически единственный сертифицированный однодвигательный герметичный самолет. Встречайте, Piper Malibu. То, что главное у него есть, и часто слышал в Америке об Aerostar, и ту же самую фразу я слышу о Malibu. Часто говорят, когда видят этот самолет, говорят, он very sexy. Просто потрясающе выглядит. Это очень красивый самолет, и линии, которые в нем читается Aerostar. И на самом деле эта породистость и эта красота принятая, это наоборот огромный плюс. По сути, действительно, на тот момент Piper решил до них попытку создать однодвигательный поршневой герметичный самолет делала компания Mooney. Она создала прекрасный самолет М-22 Mustang. Очень редкая машина, я летал на ней, очень интересная. Одна из них у нас, кстати, находится в Украине. Как-то не пошел этот самолет, по факту он чуть ли не обанкротил компанию Mooney. Но уже, правда, после этого она много раз повторяла эту попытку, и нынешняя сейчас. То есть Mooney постоянно умирает и возрождается, как птица Феникс. В том числе, все-таки, наверное, на хвосте у него даже не орел, а больше птица Феникс находится. Пайперу это удалось. Он создал однодвигательный герметичный самолет, который с конца 1983 года выпускается по сей день. Более того, он все равно остается лидером. Никто еще из других производителей не создал чего-то более эффективного, удобного и, наверное, красивого, чем PA-46 Malibu. Существовало несколько модификаций. Ключевой, если говорить, то это была версия первая PA-46 Malibu, который выпускался с конца 83 по конец 89 года. Это версия с двигателем Continental IO 520BE, то есть мощностью 310 лошадиных сил, оснащенную двумя турбинами. Я потом в дальнейшем расскажу, что я считаю, что это наиболее удачный в линейке вариант. А после 1989 года Piper решил заменить двигатель на этом самолете, и он уже стал выпускаться с версии Piper Malibu Mirage. Фактически это один и тот же самолет, он отличался только наличием лайкоминга IO 540 мощностью 350 лошадиных сил. По факту этот самолет выпускается до сегодняшнего дня. Все, что в нем изменилось, были небольшие, скажем так, апгрейды салона, он немножко менялся в дизайне, и в середине 2000-х годов он стал предлагаться в версии с 1000-м гармином. Но по сути самолет остался абсолютно идентичным именно сначала, он удачный. И дополнительно, наверное, на основе него уже выпускались версии Piper Malibu Matrix, это же версия, но не герметичная. В дальнейшем был выпущен в 2001 году Piper PA-46 Meridian. Meridian это самолет, это этот же фюзеляж, у него, правда, другое крыло находится, то есть с увеличенными баками, оно немножко с большим размахом, но оснащенное турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney мощностью 450 лошадиных сил. Потом уже появилась на основе его версия М500, это с мощностью 500 лошадиных сил. И сейчас выпускается еще версия М600 со знаменитой опцией автолендинг, которая существует теперь, кнопка, которая в случае, если пилоту стало плохо, пассажир может
прийти в кабину, нажать кнопку, и самолет сам свяжется с диспетчерами, сам определит наиболее подходящий и с наиболее подходящими погодными условиями аэродром, полностью сделает автоматический заход, автоматическую посадку, остановится на полосе и выключит двигатель. Он реально очень быстр, то есть на высоте порядка от 6 до 8 километров он летит с круизной скоростью порядка 400 км в час. Если говорить о версии с двигателем Continental, при этом на этой скорости он расходует порядка 60 литров топлива, что очень эффективно при его, при его полезной нагрузке и при такой скорости. Версия уже с 540-м Lycoming, она, конечно, более прожорлива, он уже кушает порядка, наверное, 75, даже до 80 литров топлива, но тоже о двигателях мы расскажем отдельно, о особенности. Топливная эффективность не давалась совсем просто, она выливалась к более точному менеджменту этого двигателя. С ним нужно было очень осторожно отстраивать его настройки. И там, кто понимает, этот двигатель конструктивно создан, чтобы летать lean off peak. Мы отдельно как-то снимем об этом серию. То есть это именно с максимальной топливной эффективностью. И люди, которые покупали эти самолеты, они на тот момент получилось несколько ошибок, что лучше я буду больше расходовать топливо, но не буду сильно напрягаться, по сути, что надо очень четко все сделать настройки. И эти двигатели начали выходить из строя. Учитывая вот эти проблемы клиентов, сделала замену на двигатель Lycoming 540. И у Lycoming, наоборот, немножко другая. Это великолепный, прекрасный, крайне надежный двигатель. И во многих, скажем так, он более такой рабочий и, по моему мнению, агрегат. Но его топливная эффективность, ниже, причем ниже гораздо, разница порядка, если смотрите, вот этот самолет берет порядка 55-60 литров топлива в час, то тот уже берет порядка 80, иногда даже 85 литров топлива. То есть эффективность этого самолета значительно выше, практически при одинаковых скоростных характеристиках. Сейчас почему стал, мое мнение, я считаю, что с Continental Malibu наиболее удачен, потому что он легче, потому что двигатель Continental сам по себе легче практически на 50 килограмм. Плюс для того, чтобы сохранить балансировку, все-таки немножко следующий Malibu Mirage стал потяжелее. А сейчас уже появились, не сейчас, давно уже появились достаточно эффективные приборы, такие как Engine Analyzer, которые показывают они позволяют выдавать информацию в крайне доступном виде для пилотов, чтобы можно было достаточно легко произвести эти точные настройки. И, соответственно, сейчас на нем, имея эти приборы, летать несложно ни из-за чего. Найти машину этих первых серий и в хорошем состоянии за недорогие деньги очень тяжело. В том числе есть версия еще Jet Prop, это доработка, которая имеется из TC, которую вы можете на этот самолет, уже имея, допустим, у вас подошло время ремонтировать или менять двигатель, вы сможете официально сюда установить турбовинтовой двигатель мощностью 450 лошадиных сил, и тогда этот самолет может летать уже на скоростях порядка 500 километров в час. Аэростар, он очень чист аэродинамически, то есть вклепка, минимизированы все выступающие детали, чтобы именно сохранить аэродинамические качества. Все то же самое читается и в Malibu. Он быстро еще, не только не такая большая мощность двигателя для его размера, за счет аэродинамики. Очень чистые поверхности, очень чисто просчитанные аэродинамические качества этого самолета. Плюс, на самом деле, одно из самых больших, что создает сопротивление в самолете, это крыло. Оно создает подъемную силу, но при этом сопротивление. Здесь очень тонкое крыло, очень тонкое, и из-за этого оно создает небольшое сопротивление. Но это очень летучий самолет. Если обратили внимание, то, как правило, самолеты General Aviation имеют размах 10-11 метров. Здесь почти 14. То есть это самолет с очень большим размахом крыла, и он во многом очень напоминает планер. Он летучий, и его порой даже так тяжело посадить. Он флайер. Он именно самолет, который любит летать. Как правило, если на этом самолете произошел отказ на большой высоте, он всегда долетит без двигателя до аэродрома. То есть у него
Качество практически планерное, то есть на Малибу оно достигает 18. Представьте, что с высоты, допустим, там 5 километров, умножьте 5 на 18, вы получите то расстояние, которое этот самолет может, ну, как бы спланировать, как далеко. И в этом случае, если где-то происходит отказ, как правило, Малибу все-таки долетает до аэродрома. У Аэростара наоборот, тяжелый самолет, маленькое крыло. Здесь легкий самолет, он легкий, этот самолет весит меньше 2 тонн. Это немножко как бы создает иногда дискомфорт, и на Малибу не очень приятно летать в условиях турбуленции, потому что он, ну, все-таки немножко он так, его может разболтать. Для него 2000 километров это нормальное расстояние. То есть порядка 2300-2500 в зависимости, как вы выставили, ну, как у вас менеджмент топлива сделать, вы можете пролететь на этом самолете. То есть, посмотрите, он закрывает практически всю Европу на одной заправке. Правда, уточню, при наличии 3 человек на борту. Да, потому что если вы загрузите 6 крупных людей, вы уже не можете залить полные баки, и при 6 пассажирах он спокойно летит на 1000-1200 километров. Piper Malibu сертифицирован для полетов в условиях обледенения, то есть он полностью оснащен системы антиобледенения, то есть это вот de-icing boots, то есть резиновые, которые надуваются и сбрасывают лед. Это находится и на хвосте, и на винте. На первых модификациях было установлено так называемый hot plate, это маленькая часть обогреваемого лобового стекла, что если вы поймали обледенение и стекло замерзло, вот эта часть стекла, она прогревалась. Конечно, это такой легкий недостаток первых моделей, но на сегодняшний момент это было полностью заменено. В 1991 году уже пошли обыкновенные обогреваемые стекла, ну, всей площади, и существует STC на доработку на замену полностью обогреваемого стекла. Сколько? Стекло стоит 25 тысяч. То есть стекло на Малибу стоит 25 тысяч. И это больно слышать. Это Cessna 150. То есть вы за эти деньги спокойно можете купить себе Cessna 150 или, наверное, ну, Пайпер можно будет по А28 купить за эти деньги. Опять же, это самолет с трапом, как я люблю. И эта дверь называется, то есть так как впервые эту конструкцию двери был применен в General Aviation Aerostar, она везде называется Aerostar Doors. То есть это дверь Аэростара. Здесь абсолютно комфортно помещается 4 пассажира и 2 пилота. В принципе, Малибу, наверное, относится уже к самолету, ну, классу дорогих самолетов. Самое дешевое, наверное, то, что можно говорить о Малибу, это самолет, который, наверное, фактически в состоянии проекта, который там необходимо в него уже вкладывать деньги, наверное, стартует от, ну, в лучшем случае, от 200 тысяч долларов. То есть это будет и машина, наверное, там, не в самом свежем состоянии. Хороший Малибу совершенно спокойно. Мы говорим о машинах 80-х, 90-х годов, ну, там, даже начала 2000-х. То есть они колеблются в цене, наверное, от 300 до 450 тысяч долларов. Нынешний Малибу, который выпускается сейчас, он называется Piper M350. По факту это один и тот же самолет, просто, ну, с замененными некоторыми там и деталями интерьера и, может быть, там наклейками на самолете. Он, конечно, дорогой, то есть он стартует от 1 150 000, но хорошая комплектация легко доходит даже до 1,5 миллиона. То есть, ну, и он пользуется спросом, то есть его активно покупают, и опять же, потому что по факту очень эффективное транспортное средство. То есть в первую очередь это самолет, который создан, ну, как круизная машина для перемещения людей из точки А в точку Б за минимальные, как бы, средства. Ну, и за это, наверное, нужно будет и платить. У него получилось объединить очень много достоинств. Он эффективен, он быстр, он комфортен. И за счет вот этого крыла он может летать с коротких площадок. То есть на самом деле для взлета и посадки Малибу
ну, 4, не то, что он может летать на 400 метров, на нем не надо летать. То есть, в принципе, если аэродром 600-700 метров, этот самолет совершенно спокойно может на него приземляться и взлетать. То есть, ему всегда хватит полосы. То есть, это, кстати, на самом деле иногда звучит весело, но да, но к этому просто немножко приноровиться, потому что, да, когда ты подходишь к полосе, у тебя короткая полоса, он не хочет садиться. Он не хочет садиться, и ты подошел, а он свистит, а полоса заканчивается. Поэтому это иногда тоже такое. Это и плюс, ну, это даже не сказать недостаток, это просто его особенность, которую нужно учитывать тем пилотам, которые на нем летают. Твой правый ВС. Пока рассказали об этом самолете на земле. Почему? Потому что я считаю, что он достоин как бы нескольких серий. И следующее, то есть я думаю, что история этого Малибу будет интересна. Мы снимем о нем еще несколько серий, и я надеюсь, это вам понравится. У нас на аэродроме середина зимы, и сегодня так, ну, прохладно, но это отличная летная погода, можно летать сколько угодно. Но на самом деле, что, приходите в небо, летайте на таких замечательных самолетах, которые вы видите здесь. Увидимся дальше в новых сериях. Я, Владимир Васильев, прощаюсь с вами.